Привет, народ. Пришло мне тут одно приобретение для открытия окон. Потом покажу, чем я открываю закрытые помещения в 2024 году. Там уже справа немножко видно, но я потом в центре их все пронесу. А это дополнительная вещь, чтобы открывать пластиковые окна, которые закрыты на форточку или открыты на форточку. Ну, открыты на форточку, да. Вот сейчас опыта у меня нет, но просто расширяемся, посмотрим, что это такое. Я примерно представляю, как это все происходит. Ну вот, посмотрим. Так, ну как всегда, коробка на 56 человек, а внутри смотреть не на что, да? Я примерно знаю, как она работает, но то, что я знаю, это не значит, что она будет работать. Так, эта платежка нам не нужна. Так, вот, сейчас посмотрим. Тут запаяно вот это, ну это окно, чтобы закрыть, это присоска, я так понимаю, да? Ладно, сейчас мы тогда его еще откроем. И посмотрим. Должна быть в наборе, потому что кто знает, что будет завтра, да? Не, ну, если так рассчитывать, конечно, то целая машина должна быть всего. Вот. Вот и все. Не на что смотреть. Вот. Я примерно знаю. Примерно понимаю. Вот. Но это было бы лучше, чтобы показать именно на... ну это у них тут наборы. Они рекламку посылают. Вот. Примерно знаю и примерно понимаю. Так, липучка, это чтобы я мог прилепить и окно потом на себя закрыть. Это понятно. Вот эта вещь должна одеваться на ручку, а через вот это я ее тащу. Я ее тащу вниз. Как? Это должно быть вот этими, по-моему. Но точно я знаю, что вот этими вот резиночки, вот они замотаны. Ну, в общем, это надо будет попробовать на окне. Я сейчас пойду попробую. У меня нет окна такого, но смысл я понимаю. Как оно должно работать. Я сейчас приду попробую. Вот. Вот это вот. Если я, например, стою, вот окно передо мной. Вот я стою на улице. Это одевается. И вот тянется оно через эту. Но как? И вот это зачем? Вот это вот не знаю. Потому что я... Вот в это он в руке держит, а через него тянул. Ну, не знаю. Сейчас пойду посмотрю. Сейчас пойду попробую сначала, потом продолжу. Я примерно знаю, как это работает. Так, народ, немножко разобрался. Но не совсем. Много моментов еще не понимаю. Понимаю, как должна работать. Но принцип у нее должен быть такой. Вот она была открыта. Мы липучкой ее подтягиваем. Вот я сейчас подтянул. Но одной рукой я, наверное, навряд ли открою. А потом, вот я просто сымитировал вот этим шнурком, который будет на улице. Вот так вот я должен тянуть. Сейчас попробую еще подтянуть. Но она будет открываться. Я сейчас хотя бы вот так вот подтяну. Наверх, да? Стоп, у меня тут сейчас... Ладно. У меня тут через этот... Сейчас. Секундочку, у меня через замок тут. Вот, сейчас. Раз. Да что ж такое? Вот так вот, чтобы оно сверху было, чтобы я мог показать. Так, вот так вот она должна быть. Сейчас я попробую. Ладно, вот пусть она будет сейчас закрыта. Вот, раз. И вот так вот оно тянется. Но я одной рукой просто не могу и показывать, и тянуть. Вот так вот она. И он сейчас должен открыться.
Не получается у меня открыть. Сейчас еще раз попробую, стоп. Сейчас. Так. Ну вот так вот она должна открываться, вот. Понимаете, вот такой принцип ее. Но просто отсюда показать нереально. И вниз надо тянуть, да? Она у меня наверх. Наверх. Да, она у меня наверх закусила. Сейчас. Ладно, еще раз. Так. Ага, вот здесь, вот так вот. То есть это все еще надо будет, то есть надо, чтобы на таком уровне она была ниже. Попробуем еще раз. Вот так вот она будет открываться. Вот я тяну за шнурок, так она должна открываться. Но я еще... Вот так вот она должна открыться. Но еще нет. То есть полностью вниз надо ее тянуть. Вот. И вот она соскочила. Не, уже открылась. Все, вот открылась. То есть вот эта штука должна быть закрыта вот здесь. Она, получается, открылась, но не полностью, да? Угу. Вот так вот она должна открываться. А вот как вот это все должно одеваться, я еще не разобрался. Что-то у меня не получается пока. Не знаю как. Вот это вот пока голову ломаю. Не знаю. В общем, будем разбираться. Ну вот, в принципе, ее такое. Вот это вот. Сейчас теперь я, ладно, ее открою. Уже все. Так, раз. Вот так. Вот так вот она сверху должна одеваться. Одевается она тем крючком вот сюда. А вот как, чтобы вот эти предохранители все, я пока просто, не отдупляюсь. Оделась, раз, и вот это должно сюда упасть, потому что вы когда будете тянуть, чтобы она потом не слезла, она слазит вот. Что-то делаю неправильно. Получается, она должна быть аж за этим предохранителем. Ну так я ее туда вообще не сниму. Ну за ним она не может быть. Или... может быть. Нет, не может. Ну вот, пока не разобрался. Но принцип ее такой. Вот, раз, она сюда опускается. Вот это... Ну, по-другому же я ее никак не... Но если я по-другому одену, толку. Вот. Она упадет. Вот, одевается она вот так. Этот предохранитель должен ее потом закрыть вот здесь. Вот, чтобы она не слетела. Вот, она слетает. Надо разбираться. Вот, ну вот как-то... А вот этим же крючком, вот она, получается, вот я ее как-то должен, когда окно открыто, вот так вот, я ее должен сюда посадить, а как-то что-то, как-то тоже непонятно как, ну так вот этим крючком он сюда заводится рукой оттуда, ну я сейчас не могу так руку завести, ну вот так она должна заводиться, вот. Не знаю, пока вот не совсем, я смысл понимаю, как она должна работать. Но вот где-то делаю, что-то я делаю, как-то может, не так, вот так может. Может вот так она заводится, во. Нет, так нет, только так, все, по-другому никак, только так. Ну тогда руку надо сюда сильно затягивать. В общем, не знаю, буду еще разбираться, но пока такое приобретение, не совсем понятно, как работает. Ну, как-то работает. Ну вот, ладно, пошли дальше, буду рассказывать, что есть. С чем уже знаю, как работает. Так, народ, ну вы все видели. Вот примерно разобрался, но не совсем понимаю, как и почему. Но вот это вот понял. Все. Вот это оно должно... Ну, вот этим вот оно опускается. Это стопудово. Вот этим оно опускается на эту. А вот эти вот... Вот это должно быть фиксаторы. Вот это ж предохранитель, чтобы оно не соскочило. Потому что другие системы смотрел, они там немножко по-другому сделаны. Но вот это голову ломаю, не могу понять как. То есть вот. Это ж на ручку потом раз. А вот это должен быть снизу, потом закрыть ее. Ну, в общем, пока не понимаю. Вот это вот на ручку одевается. Это должно опуститься, а вот это должно ее закрыть. То есть, когда на ручку раз, оно должно так вот ее поднять. И это уже тогда, вот когда она будет поднята вот так, она это уже не соскочит. Но она как-то
сильно далеко от рукояти, когда вот так одевается. Ну и потом же просто тащишь. Ну, вот за вот эти две можешь, ну, не обязательно, чтобы тут одна была, просто за их две тащишь. И этот, как его, и открываешь. Не знаю, надо разобраться. В общем, посмотрел это, там много разных конструкций. Там конструкции, принцип тот же самый, но вот здесь вот падает как бы рычаг вниз, и ты через него тянешь и ручку закрываешь, как бы через него открываешь. Ну, не знаю, в общем, надо будет посмотреть. Принцип понятен. Все, но когда стою внутри, ну, в общем, не получается. Надо снаружи где-то окно будет найти. Ну, а это просто ж. О, и о! А как потом отрывать? Ага, вот так вот. Так что вот такая вот приобретение. Не знаю, посмотрим. Поиграемся, посмотрим, как она работает. Потому что что-то не соображаю. Ну ладно, с этим разберемся. Потом как разберусь, сниму еще отдельное видео. Сейчас пока уберу. Покажу, что у меня есть за вещи, которыми я работаю. Так, это у нас что? Ага, это у нас, ребята, это я достаю поломанные, такими вещами я достаю поломанные ключи, которые остаются в личинке. Вот. Вот тут у меня раз, два, три, четыре. Их тут с определенными такими острыми зубками они. Вот. А есть еще у меня к нему, я не знаю, как их правильно назвать. Вот. А есть еще у меня вот к нему такие вот вещи тоже. Потому что сейчас последний раз, когда делал, какой-то у меня, вот этот, по-моему, у меня застрял. И не мог вытащить вообще. Так, есть вот такие вот вещи. Сейчас. Что там, что? Ага, вот. Такие, как бы назовем их ёршики, что ли. Вот. Тут вот как пила, принцип тот же самый, да? Вот, туда идет, а назад нет. А вот это два типа ёршиков. Один грубее, один такой, как бы нежнее, что ли, вот. Так вытащил вот каким-то из этих, я уже не помню каким. А потом уже достал это, потому что там чуть ли не замок надо было разбирать. Так, это вот такие вот ёршики, когда в личинке сломается ключ, и вот таким образом их достаю. Так, это вот эти вот. Потом есть отмычки. Вот. Так, потому что это у меня лежит в другой коробочке. Отмычки у меня есть. Вот. Отмычками вот этими вот работаю. Вот такими. Вот тут их много всяких разных, но вот видно, которая самая рабочая, да? Вот этот вот, ну, он называется у нас снеговик и полснеговика, вот. Ну, вот эти такие самые рабочие. Вот ими открываем замки, когда захлопнутся. Вот. Ну, и другими там тоже бывает. Ну, вот эти вот основные. Почтовые ящики так вообще вот этим вскрываются на раз. Так, это вот такие вот отмычки разные всякие тут их. Так, когда двери захлопнутые, то вот открываю их вот такими вот вещами. Они есть, ну это как бы они сильно большие, а есть просто с деревянной ручкой. Вот именно вот какой-то кусочек вот такой вот маленький. Принцип тот же самый. Между дверью и этой, как его, выскочила с головы. Ну, рамой назовем ее, блин. Выскочила сейчас, потому что я с русским уже не дружу. Заводится, когда опускается вниз вот этот язык. Нажимает язык, язык уезжает. И дверь открывается. Вот. На разную толщину. Вот. Дверей меньше. Вот эти вот самые ходовые размеры. Вот этот вот. Вот. Ну, и этими пользовался уже, видно, тут вот подряпанная. Вот. А вот это самый ходовой, потому что тут уже приходилось вот молотком подстукивать. Вот это самый ходовой. Потому что вот в эти уже между дверью и косяком загнать вот этот, ну, уже очень тяжело. Ну, уже надо двери так выгибать. А вот, ну, вот этот у нас самый ходовой. Это вот открываю, когда просто двери захлопнули, не закрыты на ключ. Вот. Вот это дремель, вот эту болгарку, назовем ее так, да, использую, когда нужно личинку высверлить внутри вот эти вот все штифты, вот, то используется вот у меня тут куча всяких.
разных таких насадок. Они карбидовые, эти вольфрамовые. Вот они тут всякие, их тут какие хочешь, их тут миллион. Всякие разные. И в обратную сторону, и эти, как его, и алмазные есть. Вот, это использую это. Но вот эту насадку себе сделал для того, чтобы это... Я прямо как-то не люблю, я мне вот сбоку. Ну, она снимается, просто вот открутил, вот тут ее снял, да и все, вот эту перекрутил, потом патрон на эту и прямо. Потому что вот это классно, когда вот с дисками, как, ну, как это, как болгаркой работаешь. А вот это бывает, ну, бывает прямо, что лучше личинку ею резать. Вот, это вот тоже, когда нет сверла, или потому что сильно, когда большая степень защиты, то там же они вставляют штифты, чтобы сверло ломалось, все. Но и против этих штифтов есть вот тоже, покажу сейчас. Вот есть такое сверло. Оно с карбида, вот. Оно необыкновенной формы, простой, не такой, как обычное сверло. Вот, вот оно сверлит все личинки. Против него ничего не стоит. Вот видите, тут у нее такой вот какие-то конусы. Вот тут вот что-то алюминиевое сверлило вот осталось, надо это содрать. Оно не ну как, не тупится, ничего ему нету. Ну, в общем, неубиваемое. Оно у меня уже лет, наверное, ну, 5. Так, какие 5? Это я уже тут 7 лет работаю. Ну, лет, наверное, 9 оно у меня. Вот. 50 баксов покупал. Вот такое вот сверло. Вот это сверлит все. Штифты, которые там стоят. Там же, когда в личинке стоят штифты, они стоят мимо ось. Чтобы у вас сверло сломалось. Каленые там стоят. Ну, это когда уже личинка защита 4 в нее и выше. То вот это вот... То вот эта вот штука вот высверлить долго, ну минут 20 надо сверлить, 15-20 в зависимости от класса твердости это, и тогда вот высверливает. Вот, это что касается вот таких вот вещей. А такой вот деструктивный метод, когда так надо, пришел, сломал и пошел. А, топ, это у меня вот тут сюда, это оно у меня здесь лежит. Вот. Пришел, сломал и ушел. Это вот такой вот прибор, это ломает личинки. Можно, конечно, и газовым ключом сломать. Но мы же люди серьезные, мы работаем как профессионалы, да. Вот такая штучка. Вот у нее форма личинки. Вот она. Да? Вот ключик, закручиваешь. Сломал. А вот потом, когда сломал, если не открыл, нет, вытащил, вот ключ, который вовнутрь вставляешь, и вот он срабатывает уже в замке, как на личинке, вот этот черненький кружочек. Вставил, открыл, и все. Ну вот. Ну, у меня есть такие эти видео, у меня есть они там. Вот этой штукой я там открывал их за 6 секунд. Так какие за 6? Нажал, и она сломалась. Она же ломается в самом слабом месте, там, где держит ее болт. То есть, вот в этом месте вот она ломается. Вот. Ну, вот. А вот этот ключ, он же потом используется вместо вот этого вот кружка. И открывает это все. Ну, вот. В принципе, и все. Вот чем я открываю захлопнутые двери, закрытые двери, потерянные ключи. И все. Вот таким набором инструментов. Ну и, конечно, опыт, там, практика, еще какие-то вещи. Их еще больше, их там еще много всяких. И у вас должно быть их куча, чтобы открыть, потому что этим может не получиться, этим может не получиться. Ну, и там уже просто опыт, смекалка, ну и какие-то еще инструменты. Так что вот такие дела у нас, ребятки. А так как мы люди хорошие, мы же должны работать хорошим инструментом и пользоваться хорошим инструментом. Подожди, что-то я заговариваться начал. Так как мы люди хорошие, мы должны работать хорошим инструментом. О. Ну а с окнами буду разбираться, потому что что-то не совсем непонятно. Так что всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч.